Привет, мои хорошие, мои дорогие, мои девочки, ведьмы, котики и сестрички. Давайте с вами такую тему разберем на герметическом Таро. Давным-давно на нем не гадали. Обычно я там на сны и на магию на них смотрю, но сейчас мы посмотрим вам сообщение от высших сил. Здесь очень много знаков. Это такие вот загадки, которые хочется отгадывать. И на Таро герметическом от ордена Золотой Зари. Это такое вот старинное Таро. Уже старинное, уже можно считать его старинным, да? Когда-то оно было новым, а сейчас, девочки, это уже, как говорится, какая-то такая классика. Ну, и оно, кстати, черно-белое. И мы с вами посмотрим вам сообщение от высших сил. У нас 4 будет сообщения, и вы можете, кстати, не просто одно посмотреть, а несколько. И если у вас, например, вы на выборе, в выборе, вам интересно вот ответы там «да», «нет», или что будет в этой ситуации, или что будет там где-то, да, то вы даже на каждый вариант, в принципе, даже можете какой-то задать определенный вопрос, да, и вы все равно от карт услышите свои ответы. Мне, кстати, там понравилось девочка наша в комментариях. Давно уже смотрела наши расклады и вот как-то запоминала даже вот именно карты, которые выпадали, да, и пересматривала. И такой красивый такой вот комментарий большой написала по поводу того, как она, то, что я ей говорила, плюс еще ее по интерпретации, когда она смотрит на Таро. Я от этого кайфую, когда вы смотрите и видите для себя вот эти вот особые какие-то знаки. Поэтому тут я не то, что там должна сидеть перед вами и вот, например, показывать себя. Я не якаю. Я хочу, чтобы вы смотрели на Таро, смотрели на вот эти картины, на эти образы, которые идут, да, на эти знаки. И чтобы у вас вот эта вот картина, красивая картина своего, вашего будущего, ничего другого, вашего настоящего, будущего, прошлого складывались в голове. Ну что, давайте посмотрим вам сообщение от высших сил. Сообщение. Что вам хотят на данный момент по какому-то либо вопросу вашему или по вашей тревоге передать какое-то знание. Первая карта. Сообщение от высших сил. Вторая карта. Сообщение от высших сил. Третья карта. И сообщение от высших сил. Четвертая карта. Выбирайте свою. И давайте глянем. Сообщение от высших сил на герметическом Таро ордена Золотой Зари. Ну что, мои дорогие, выбрали? И смотрим. Так, первая карта и первое сообщение от высших сил. Колесница. Это, девочки, удача, это движение, это активность. Вы входите сейчас вот в 7-й старший аркан свой. Это ваш сигнификатор. Это говорит о том, что сейчас вот хотите вы или не хотите, вас жизнь будет заставлять двигаться, что-то делать, куда-то идти, переезжать, менять работу. Это очень положительные изменения в вашей жизни идут, потому что колесница, она всегда толкает вперед. А потом, кстати, идет 8-й старший аркан правосудия. Знаете, что такое? Это когда вы начнете оглядываться назад, в прошлое свое, да, и смотреть, кто вам помог, кто вам не помог, кто вас забыл, кто вас предал, а кто, наоборот, вот что-то хорошего вам пожелал, поддержал вас. И будет такое вот переосмысление собственного пути. Но оно еще впереди, это переосмысление. Сейчас у вас ждут глобальные перемены, и это хорошо. Вас видят высшие силы, они читают вас старшим арканом колесницы. И что еще вы хотите сказать? 5 жезлов. Тебе можно еще пробовать себя в разных своих делах, которыми ты давным-давно не занималась. Они говорят, займись другими своими делами. 19-й старший аркан Солнца, которыми ты давно не занималась. Ремеслом своим займись. Займись своими любимыми делами. И ждет тебя
пятерка жезлов. Это, девочки, дополнительные деньги, дополнительный доход, открытие какого-то еще одного канала, денежного канала в вашей жизни, про который вот вы что-то откладывали. Это вот, как знаете, отложенная жизнь какая-то у вас была, вы что-то все время откладывали, а не надо было откладывать. И вас все равно сейчас вот жизнь выпихает на тот, да, девочки, такое слово, она просто, понимаете, потянет вас за собой. Жизнь, судьба для того, чтобы вы все-таки занимались своим творчеством, на которое вы забили. И забили давно, то есть это вот годами что-то у вас такое сидело, чем вы не занимались, то, что вы не делали. Вам совет от высших сил. Дьявол выпал. Вот высшие силы очень сильно за вами наблюдают. Звезда выпала здесь, смотрите, девочки. Дьявол и звезда, солнце и колесница. 4 старших аркана в одном. За вами наблюдают высшие силы. Они смотрят на вас, и они корректируют вашу судьбу. И по-любому, девочки, вас, как говорится, вот кто-кто, но вас не бросят именно высшие силы. Ваши хранители, ангелы или демоны, вот они вас не бросят. Они будут защищать вас от всякой гадости, от нечисти, от тех, кто вас пытается обидеть, кто пытается вас унизить, я бы даже сказала, да, и будут защищать. И солнце, дьявол и звезда — это такая смесь, когда вы будете сейчас двигаться вперед, да, хотите ли вы этого или не хотите. Вам все время сейчас вот прям как будто жизнь, но это высшие силы, будут подбрасывать какие-то новые дела, новые движения. И так как это старшие арканы, я не скажу, что это прям будет легко, девочки, да. Вот эта трансформация, это движение, оно не совсем легкое будет. Если вы вот находились в какой-то стагнации, вы где-то вот прям, знаете, в апатии находились, вы не видели вот этого нового пути, не строили особо планов на будущее, где у вас день за днем, как день сурка повторялся. Это все ерунда, потому что вы сейчас с этого состояния выйдете. И я так думаю, все-таки, знаете, все-таки вы такой, ну, не метеозависимый человек, но человек зависимый от солнца в первую очередь, да. Давайте еще посмотрим. Вам сообщение от высших сил. 9 кубков. Вы познаете любовь, которой у вас не было. Короче, девочки, еще 13-й старший аркан выпал. С 4-й, 9 кубков. Вы что-то познаете, чего вы были лишены. С рождения. Да, девочки, с рождения или там с какого-то, вот с детства. С какого-то момента своей жизни вы были вот чего-то лишены, связанного с любовью. Может быть, у вас кто-то умер рано, да, то есть у вас в детстве кто-то рано умер, тот, который бы вас хотел, воспитывал, кто вас долго ждал. Ну, короче, кто-то из вашего рода вас в детстве покинул вашем. Или, девочки, вы столкнулись с тем, что вас, например, ну, кого-то, может быть, сдали в детский дом, кого-то кого-то из родителей лишили родительских прав. Что-то такое вот было, где вы были лишены любви. А может, просто вас разлюбили. Такое тоже бывает. Да? С возрастом люди меняются, у кого-то кто-то заболевает психическими заболеваниями, особенно шизофрения, она даже вот не с ранней молодости идет, она вот в зрелом возрасте кого-то может жахнуть. Может, кто-то спился, да, то есть кто-то важный вот в этом детстве ушел от вас, и вы были лишены того, наверное, чего вы давным-давно и ждете, и хотите, и почем вы иногда плачете. Потому что вот это не стирается, девочки, вот это вот желание, да, или чувство, я бы даже сказала, ваше чувство, которое внутри вас сидит, которое иногда вызывает слезы, когда вы смотрите, например, какие-нибудь короткие видео или фильмы с такими моментами, где надо проживать вот эту боль, и у вас слезы на глазах. Вот все слезы на глазах, которые у вас наворачиваются, да, от какой-то обиды, каких-то переживаний, от жалости к себе, понимаете, какая-то глубокая рана у вас есть.
и она будет залечена, мои дорогие. Она будет залечена тем, что вам это, да, вам это воздастся. Может, в других лицах, может быть, у вас вот кто-то... Это, может, кстати, недавно мог у вас, например, отойти, как говорится, на радугу, например, ваш любимый котик, ваша собачка или еще кто-нибудь, да. То есть вот какая-то такая вот рана есть, когда вот как будто вы остались одни, вы остались одиноки. И она залечится, и вот прям высшая сила вас залечит. Типа, хватит, все, хватит этого. Сейчас ты обретешь это. Ты очень много пережила, даже больше, чем надо. 20-й старший аркан и 8 мечей. Ты пережила, тебя, скажем так, били больше, чем надо. Не по справедливости это было. Ты больше страдала. Может быть, одно страдание, оно, знаете, притягивало другое. Типа, как беда не приходит одна. 4 жезлов. Но вы сильный человек сам по себе. Вы становились на ноги. Императрица выпала. Однажды вы боролись за себя. Вы всегда боролись за себя. Может быть, знаете, с помощью кого-то, либо без помощи. Ты всегда была дорога себе. Ты себя сама всегда за уши тянула. 9 пентаклей. А потому что у тебя такая вот основа твоя, да? Вот если кто-то склонен, например, вот есть такие слабые люди, которые, ну, бывает, да, которые вот не хотят жить, да, или они опускают руки. Тебе твоя вот это вот ведьмовской покров, 9 пентаклей, тебе твоя сущность, она не давала тебе уйти никуда и опустить руки. И ты все равно выживала, как назло другим. Иногда ты это понимала, иногда не понимала. И, может быть, еще пройдет время, и ты будешь это понимать. 6 кубков. Ты создана для того, чтобы тебя любили. И любили именно 6 пентаклей, 6 кубков, твою ведьмовскую сущность, твое волшебное начало. Ты такая, ты не такая, как все. Реально не такая, как все. И ты создана не для того, чтобы не заслуживать чью-то любовь в этой жизни, а чтобы тебя любили именно за то, какая ты есть, со своим вот этим волшебным началом, с этой своей особенностью. А если тебя с твоей особенностью не любят, это не твои люди, и вообще их держать в этой жизни возле себя не надо. Они просто могут тебя просто опустошать. Какое еще сообщение от высших сил тебе? 2 жезлов. Тебе не так-то легко даются деньги. И ты не должна эти деньги дарить просто так тем людям, которые к тебе приходят. Понимаешь? Ты должна всегда выбирать только себя, а ты не всегда себя выбирала. И ты достойна большой-большой любви, чтобы тебя любили люди. Высшие силы тебя и так любят, и они дают тебе 8 кубков и короля кубков. Тебе дают человека, либо даже и не одного человека сейчас, которые будут тебя любить, искренне тебя любить. Твое ведьмовское начало, твое волшебное начало, 5 пентаклей, 4 пентаклей, 7 пентаклей будут любить. Будут любить твое начало, понимаешь? Твое начало. У кого, девочки, ну, у нас все, что я имею в виду под этим началом, да? Это же мы гадаем на вам сообщение от высших сил. Высшие силы не видят нагромождение твоих вот социальных представлений о тебе. Они не видят фильтры твои, которые ты накладываешь на себя в соцсетях, на фотографиях и в видео, да, или жизни. Они видят твою сущность. Они видят вот маленького такого эмбриончика, которым ты была, чистеньким. И они чувствуют себя вот тем, что тебя окружает. Понимаешь? И они делают ставку именно на то, что ты есть внутри тебя. Типа как яйцо без скорлупы, понимаешь? К тебе относится так высшая сила. В общем, девочки, у вас ждут положительные сдвиги. Такое что-то, движение, полет.
Движение и полет тебя ждет. И что-то будет такое интересное с деньгами связано. То, что вот они показывают, что ты все время вот как карабкалась, да, чего-то вот добивалась, карабкалась. Не всегда это было прям понятно тебе, не всегда это было понятно другим. Это было по-разному. Но сейчас, вот этой весной, вообще вот, даже если вы смотрите это гадание не весной, девочки, да, это уже по-любому вот к этому солнцестоянию, да, эм, к равноденствию ближе, это по-любому этот расклад. И он показывает, что на вас вот солнце энергетически очень сильно воздействует. Возможно, что я вам могу посоветовать, девочки, чтобы увеличить солнце в своей жизни, да? Вот сейчас, когда солнечные дни, берите, гуляйте, берите в лес, ходите. Девочки, лес– это такая биосистема прикольная, классная, да? От которой просто вот заряжаешься, просто смотришь на тех же, я не знаю, камыши, кусты, деревья. И даже если они как будто бы не особо красивые, но эстетическое удовольствие вот в каждой былинке начинаешь находить. И вот смотрите, так как у вас очень много солнца здесь выпало, которое действительно очень сильно на вас влияет, я вам посоветую вот прям витамин D3 взять, попить. И это не шутка, девочки, очень много сейчас дефицита. И даже если вы вот сдадите кровь на анализ, да, и особенно вот этот анализ на витамин D3, обратите внимание, сколько у вас. И даже если он у вас типа будет в норме, вот в нормах, а у вас апатия, и вы купите себе еще вот эти вот БАДы, витамин D3, какое-то количество, да, и пропьете, вы увидите, вот что на вас это будет влиять. Это раз. И побольше гуляйте под солнцем. Побольше вот солнца я желаю вам, мои дорогие. И вообще вот туз кубков, свечи жгите. Жгите свечи, девочки. Это та же энергетика, только вот мини, да. Вам выпал туз кубков, вот оно, правосудие, и сила выпадает вам. Да, девочки, вы познаете любовь, и вы ее оцените, королева кубков. Вы познаете любовь, и вы ее оцените. Вот в ближайшее время, что вам дают высшие силы, что они вам дадут. И я, кстати, очень рада за вас, да, что они не дают вам испытания какие-то, да, а дают дорогу и потом наслаждение и осознание вот этого своего пути и вот этой вот дороги. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Второе сообщение от высших сил. 8 жезлов выпадает вам, котики мои. 8 жезлов. Это говорит о том, что они видят ваши деньги, ваше материальное состояние. А 7 мечей. Они предупреждают вас о том, что сейчас к вам будут стучаться хорошие или нехорошие люди для того, чтобы истребовать от вас денежку. Кто-то будет, девочки, у вас забирать денежку, вашу денежку, мечтать получить ее, туз кубков. И, скорее всего, вы вот, знаете, отдадите для того, чтобы вас любили, чтобы вы были хорошими. А будете ли вы хорошими? Нет, мои дорогие. Но вот этот старший аркан, двойка пентаклей и сила правосудия говорят о том, что это какой-то ждет вас определенный урок. Урок, где вы должны усвоить, как относиться к тем людям, которые просят у вас деньги. И, знаете, это будут болезненные просьбы денег или болезненные моменты, когда кто-то будет требовать от вас эти деньги. И это, девочки, вообще не смешно. Это, например, вас могут попросить отдельно ваши родители, мама, папа, или там кто-то близкий. И типа, дай мне денег там на что-то, на теплицу, на саженцы, на новые шторы, на таблетки. Просто так дай. Дай, у тебя же есть. А еще, девочки, это разговоры за вашей спиной. Они неприятные. Они совершенно неприятные. Это, знаете, вот,
Вместо того, чтобы честно, например, с вами пообщаться, честно вам что-то сказать, честно с вами поговорить или честно попросить, тут будут строиться какие-то такие вот козни за вашей спиной, про которые вы будете знать сразу или потом, и будет такой осадочек, что вот к вам относятся как к ресурсу. Приготовьтесь, мои дорогие, приготовьтесь к какому-то такому, знаете, разочарованию не прям в людях, а в их каком-то отношении к вам. Это, девочки, очень легко, знаете. Я тоже такое переживаю, что ко мне относятся как к ресурсу, понимаете? У меня есть вот несколько тоже таких вот человек, которые, знаете, например, зная или подозревает, например, чем что-то, что мне вот важно, а я, кстати, вот просто вам не говоря, да, но я готовлюсь и прохожу через какие-то очень важные моменты сейчас в своей жизни. И они ни хрена не легкие, скажем так, да. И, например, мне не звонят спросить, например, как у меня дела. Понимаете? А звонят, например, а не могла бы ты там перечислить, а не могла бы ты там с чем-то помочь и все остальное. И иногда это делают, зная, да, какие-то тяжелые моменты, через которые я прохожу. И я просто вот вроде бы, знаете, кладу трубку, да, или закрываю переписку, и вот думаю, ну я бы никогда так не поступила. Никогда. И, девочки, вот просто смотрите, вам идет 8 жезлов, вам идут какие-то деньги, ваши деньги. Это ваши деньги, вам на желание. И получается, кто-то хочет их забрать у вас, да, и они просто вот считают нужным, что вы должны кому-то, а не они должны вам. И в то же время такое поганое какое-то отношение к королеве кубков. Красивой женщине, красивой девушке, сердечной, доброй, открытой, мудрой, которая могла вас обнять, а они просят не обнимашек, не ваших поцелуев и обниманий, а они просят от вас деньги. Совет от высших сил. Что вам делать? 9 кубков. Делитесь любовью своей, а не деньгами своими. Только вы будете выбирать, мои дорогие, и вас будут выбирать, кому вы будете эту любовь свою дарить. Иногда вы будете сидеть дома и знаете, как вот ощущать то, что вы хотели, вот по двойка пентаклей, 9 кубков, вы хотели дать эту любовь кому-то. Вы хотели дать, вы ждали этого звонка, вы ждали, что вас куда-то пригласят или что вам позвонят и спросят, как у вас дела. А они не позвонят. Вы это будете переживать. И даже вот будет плохо как-то, да, вы будете судить этих людей и взвешивать их поступки как плохие и хорошие. И смотрите, как высшие силы вам говорят, а ты на суде присутствуй как императрица, а не как адвокат. Не как адвокат, не прокурор, а именно та, вот, скажем так, потерпевшая или претерпевшая. Понимаешь? Императрица, ты должна судить со своей колокольни. Что тебе лучше, это на первом месте. Это вот все, что твое, все твои желания, это желание Вселенной. Понимаешь? Желание космоса – это ты. И твои желания, они на первом месте. Ты должна знать одну вещь, что вот то, что ты желаешь, то, к чему ты идешь, вот эти твои желания, они не мелкие желания. И они не эгоцентричные твои желания. Это желание твоего космоса, твоей вселенной. И да, мир крутится вокруг тебя. Да. И только потом он крутится вокруг других. И тебе высшие силы сейчас будут говорить это, что тебе придется это понять в ближайшее время. И ты оценишь еще силу своей любви. Ты еще знаешь, что поймешь о себе, что ты намного лучше, чем другие.
ты это поймешь. Но это ты поймешь со слезами. Поймешь, пройдя через какие-то разочарования. И, девочки, я вам так советую, да, никого не оправдывать. И в этих ситуациях, которые вас ждут, вообще никого не оправдывайте. Но это же мои родители, или это же моя подруга, или это же там мой муж, там, или еще что-то. Никого не оправдывайте, никого. Потому что если вы оправдаете его, дальше будет опять проверка. Вот пока вы не дойдете сами до себя. Пока вы на этом суде не выберете сами себя, вот эти вот арканами, это задержится все на вас. Поэтому давайте побыстрее пройдем этот урок. Я вам говорю, даже не я, девочки, высшие силы через Таро, через герметическое Таро вам знаками говорят, понимаете? Какое сообщение тебе от высших сил еще? Не покупай любовь. Ты должна любовь дарить и любовь получать. Если ты ее покупаешь, ничего этим не добьешься. Ничего не добьешься. Плакать будешь, 4 мечей. Если купишь любовь, если за деньги 9 мечей будешь покупать любовь, тебя еще больше будут пригибать. И больше ты будешь судить этих людей. Больше ты будешь их оправдывать, и больше их будешь защищать. Суд, правосудие, влюбленные. Девочки, сейчас в ближайшее время, да, я вам даже советую, вот месяца 3-то точно, вот реально 3-то точно, а может даже и больше, может полгода, да, обращайте внимание именно то, что вы хотите. Вот станьте эгоисткой. Реально, вы тогда очень хороший урок в жизни свой получите. Очень хороший, и он будет с удовольствием пройден. Потому что если вы будете покупать чью-то любовь, а вы думаете, я ничью любовь не покупаю, а к вам завтра придет, например, ваша тетя Маруся или ваша мама, которая вас там никогда не любила или не обнимала, или мало, и говорит, ну, ты моя доченька хорошая, дай-ка мне денежек мне на зубки. А ты себе отложила на что-то важное для тебя. И ты такая, ну это же мама, я дам там. Ну, это я просто привожу пример, да. И ты дашь. Ой, тебя на второй круг затянет. Тебя затянет на второй круг прохождения этого урока. Ты дашь эти деньги, и тебя за это пнут. Тебя не обнимут за это, тебя за это пнут. Понимаешь? И ты пойдешь на второй круг проходить опять этот урок. Это, девочки, урок вот от 3 месяцев до полугода. Не позволяйте никому это делать. Выполните свои желания сначала. И если что-то от этого останется, или вы хотите как-то вот реально кому-то помочь, вот рвется все равно душа ваша, да, от того, что вас попросили, дайте 10-ю часть, 10. И это будет правильно. И это не я вам советую, это советуют вам высшие силы. Вот так вот. Это вот совет, и мы с вами не прощаемся. 3-я карта. Вам сообщение от высших сил. А тут, оказывается, у нас есть над чем поработать. Выпал повешенный. Человек, который запутался. Вы запутались сейчас. Вы реально, знаете, девочки, запутались. Какие-то неправильные взяли направления, неправильную мотивацию какую-то. Ну, что-то не так. Вы сейчас на ложном каком-то своем пути. И высшие силы говорят, ты на ложном пути. Не верь, не бойся, не проси. Давай еще посмотрим. И что дальше? Что вы хотите ей сказать? 6 мечей. Не ходи по этому пути. Не ищи тут добра. Это может быть дыра. Ты не должна быть в дыре. А потому что если ты в нее попадешь, тебе придется с нее выбираться. А выбираться ты будешь деньгами отсюда. Откупаться будешь деньгами. В общем, девочки, смотрите, если вы
куда-то инвестируете деньги, не инвестируйте вот именно сюда, еще раз подумайте, и даже не один раз, а желательно даже проконсультируйтесь. Если вы сейчас берете на что-то кредит, не берите его. Даже если вы сейчас на данный момент способны его погасить, вам сейчас высшие силы, не я, высшие силы, карты говорят, да. Дьявол, умеренность повешенной девочки. Принцессу жезлов хотят вот поколоть шестеркой мечей. Успокойся сейчас. Не ломай дров. Не ходи и не делай чего-то, что ты задумала делать. Это будет неправильно. Не твое это. Попадешь ты в яму какую-то, если это и долго будешь выкарабкиваться, и денег это будет стоить твоих. Иерофант выпал, хорошая карта. Кто это на тебя? Тебя выведет Иерофант. Он придет. Тройка пентаклей. Придет твой защитник, придет твой хранитель. Превратиться по... Девочки, тут реально идет, конечно. Мне идет, мне видение идет. Дух какой-то. Будет дождь, что-то с неба будет падать. И он как намокнет и превратится в человека. И этот человек тебе поможет. Но это не совсем человек будет. Это высшая сила к тебе спустится. Она спустится с мокротой. И намокнет его плащаница какая-то. Я его вижу. Какая-то вот древняя одежда. Вот знаете, древняя. И сразу такой ливень пошел. И он сразу мокрый стал. И я его сразу увидела. То есть два мира, вот как говорится, потусторонний наш, да, и я хоть его там вижу, и он выпал иерофантом там, но пошел дождь, и он превратился в мага. Иерофант и маг, тройка пентаклей, превращение, высшая сила спустится к тебе и превратится вот наподобие человека. Для чего? Тепло принесу тебе. Тепло принесу тебе, потому что ты можешь заболеть. Чтоб ты не забыл. Короче, девочки, вас защитят от какого-то прихода болезни, я так понимаю. То есть ты как королева мечей должна вот как заболеть или что. И высшая сила, ангел-хранитель, он спустится и покроет тебя. Вот прям как мокрым плащом своим, но он будет горячий и теплый, и ты выздоровеешь. Да, может, даже и не заболеешь. Какая-то защита такая тебе. Потому что ты вошла в этого повешенного, что какой-то неправильный путь выбираешь, да? И сразу придет твой защитник и укроет от тебя от болезней. И будет у тебя мир и колесо фортуны. Что вы еще скажете? И любят вас. Вас высшие силы, верховная жрица. А кто это? А кто это тебя так любит? Ты скажешь, откроешься, как ты называешься? Как ты называешься? Она как раньше вот прям живой была, да? Но это вот что-то потустороннее, девочки. Это странное такое ощущение мне идет. Я не знаю, что это. Это какое-то изображение. Возможно, это икона, если вы в христианском эгрегоре, да? Или это изображение какой-то святой, или какой-то женщина вашего рода, которая умерла, да? И ваша такое вот защита какая-то ваша. И у нее женское обличие, женское.
А я-то думаю, почему иерофант в этом древнем, знаете, как саре, да, как индийский сари, ну или как оно называется, у древних римлян такое вот одеяние было. И вот я думаю, что мужик в юбке какой-то, ну не в юбке, а в таком, думаю, как-то, думаю, смолчу, да. А оказывается, это потому, что это женщина. Вам сообщение от высшей силы. В общем, девочки, смотрите, в ближайшее время вам надо реально быть очень осторожными во всем, да, и в езде на автомобиле. Аккуратно водите машину, да, или там вот какие-то меры предосторожности в своих путях, в своих дорогах, в поведении, в своих действиях. Вы должны быть очень осторожны. Очень осторожны, потому что у вас, как вот, знаете, стягивает куда-то. Что-то не очень хорошее, вот как будто вы должны стянуться. И вы вот прям 50 на 50. Кто-то из вас стянется вот в эту воронку и будет выбираться через деньги, выберется. И у кого-то уже в яме, в этой яме, придет вот эта вот высшая сила помочь, да, и избавит еще от чего-то худшего. Для того, чтобы этого ничего не было, девочки, да. Смотрите, вам еще все равно идет вас защитник. Он спустится. Смотрите, любому ангелу надо время, чтобы долететь. Любой ведьме тоже надо время, чтобы долететь. Да, любому помощнику надо долететь, доехать, дойти до вас. И вы сначала не натворите никаких делов. То есть в ближайшее время, если вас ждут какие-то импульсивные, но в то же время решительные действия, гори, сарай, гори, хата, мы ничего не делаем. Мы ничего не делаем. Давайте дождемся вот того, чтобы высшая сила к вам пришла. То есть на любое какое-то решительное действие говорите, я подумаю, я подумаю. Я подумаю. Хорошо, я еще раз подумаю, да? То есть не спешите, скажите, я хочу подумать и решить, мне это надо или не надо, важно ли мне это или не важно, хочу это или не хочу. И любое вот это вот, вот это, вы будете тянуть любую эту ситуацию, и оно будет вам на пользу, реально на пользу. Потому что вот как-то и мозги будут вставать. Никаких импульсивных действий, в общем, от вас, девочки. Не надо ничего делать. Вот о чем вам здесь хотят сказать. Высшие силы через Таро. Герметическое. Ну что, смотрим. 4 сообщение от высших сил. Выпала луна. Луна красавица. Луна, девочки. Смотрите, вот сейчас у нас меняется луна. Но я даже и не буду говорить, сами можете посмотреть по лунному календарю, даже если вы смотрите позже, это вот если гадание кто-то откроет позже, да, посмотрите, какая луна. И вот к этому новолунию, либо полнолунию, да, что-то интересное будет происходить в вашей жизни. А я вам скажу, если вы смотрите, вот когда я сейчас недавно выложила это видео, да, то у нас скоро красная луна. Ну что, давайте еще посмотрим. Сообщение от высших сил. 7 жезлов. Пополнение кошелька идет твоего. Но это пополнение ты все равно потратишь. На солнце потратишь. Тебе идет пополнение кошелька по луне, а тратишь ты на солнце. То есть, смотри, тебе предстоит какое-то дело, которое стоит денег, да? Это вот что-то связанное со здоровьем или связанное вот, ну, с чем угодно, да? И дело в том, что тебе будут даны деньги именно на твое какое-то дело. И их тебе дадут, и их у тебя заберут именно на какое-то твое дело. Да. Получишь ли результаты ты от этого? Получишь. Но это как будто не твое прям дело, а вот дело твоей судьбы. Тебя это кто-то хотел украсть. Кто-то вообще не будет рад тому, что это с тобой произойдет. Да, кто-то очень обнулится, девочки. Смотрите, к этой луне
новолуние либо полнолуние. Вот что вот сейчас у вас будет, да, в зависимости от того, когда вы смотрите этот расклад. Кто-то узнает о вас какие-то новости, что вы что-то сделали, и там будет полное обнуление. Это будет полная зависть, гадость, шок от того, что вы это сделали. Шок и непринятие, паника. Это будет паническая атака какого-то человека из-за того, что вы что-то сделаете. Но это вам по судьбе идет. Вы должны это сделать. Понимаете? Вам дадут на это деньги, вы потратите на это деньги. И кто-то будет... Это то же самое, что вот смотрите, вы потратили, купили шоколадку, выиграли квартиру, допустим, да? И ваши вот эти вот... Некоторые люди, они просто белые будут, как полотно, понимаете, с кругами коричневыми. Они спать не могут, не будут трое суток из-за того, что вы что-то сделали. И вы на этих людей обратите внимание, потому что это вам не друзья, не подруги, не родственники. И тут, если это вдруг ваши, например, родители, да, то я вам скажу, вот из того, что вы сделаете, вам этого блага, кому-то это во зло. И то, кому это во зло ваше благо, того и отрубите от себя, уберите. Вот прям сжгите все мосты. Прямо здесь и сейчас. Потому что у вас выпали еще и Луна, и Солнце. Это такие старшие арканы, которые говорят, что, знаешь, все, как на кольце у Соломона царя было написано, да, все проходит, и это пройдет. И вот вы вот это вот познаете. Вот что-то, знаете, ой, какой-то... Я вот даже вот через себя вот это сейчас пропускаю, да, и мне не хочется, чтобы вы чувствовали разочарование, да, от вот этого, что кто-то будет белый от зависти, от гадости, то, что у вас получится. А это высшие силы видят. Король жезлов, четверка мечей, шестерка жезлов. Если у вас есть сыновья, это будут богатые сыновья. Они потом, знаете, вот это такие какие-то защитники у вас растут. Они прям не сейчас у королевы кубков, да. У вас, девочки, через некоторое время, скажем так, по вашей жизни у вас будут защитники, вот короли успешные и рыцарь жезлов успешные. Они еще не выросли, по умере 14 старший аркан. Они еще не выросли. Те, которые будут вас защищать. Я так думаю, что это сыновья все-таки, да? Может, это какие-то другие люди, но которые сейчас, может быть, в таком возрасте еще нежном, скажем так, да? Не подрастут это и станут за вами, за вашей спиной. Будут помощью вашей и опоры. Принцесса же... Короче, это, девочки, просто какой-то идет дом, белый дом, женщина, мужчина. Женщина, которая с деньгами, мужчина с любовью. Какой-то еще мужчина идет, который из-за забора наблюдает. Какой-то наблюдатель, какой-то сталкер, скажем так, за вами наблюдает. А вы его почувствуете. Почувствуете интуицией своей. Словите. Смотрите, что я здесь еще хочу добавить, да. Тут пошло какое-то такое видение, оно немного странное, ну ладно. Я про что?
у вас будет очень сильно сейчас работать интуиция. И эта интуиция будет прям, знаете, находить людей, видимых и невидимых вокруг вас. Вы будете видеть, что, например, кто-то за вами следит. Вы будете чувствовать это, да. Вы будете чувствовать вот эти какие-то моменты, где люди хотят остаться в тайне, остаться в секрете, а чтобы вы ничего не увидели, не узнали. А вы как будто, знаете, будете смотреть на это все третьим глазом. И вы совершенно не думаете, что у вас какие-то галюники, или то, что у вас работает какой-то страх, или это какие-то чувства сработали непонятные, да. Это действительно так. И вот я вам скажу, что в ближайшее время вообще верьте своей интуиции вообще на все 100. Вот то, что у вас смешается сейчас потусторонний мир с реальным миром, ну, с обычным, то, что вы видите двумя глазами, это смешается у вас с тем, что будет там, где вы не будете этого видеть, мои дорогие. Понимаете? Вы будете как слышать чужие мысли и думать, что это может быть ваши мысли, но это будут чужие мысли. Вы будете ощущать, вот прям, знаете, как видеть сквозь стены. То есть вы вот сейчас не бойтесь того, что вы будете как-то вот слышать чуть ли не голоса и мысли других людей, да. Не бойтесь этого, потому что это будет правда, это так и будет. Вам только надо, знаете, на что обратить внимание? Отличать там, где вы действительно сами думаете, или там, где вы чувствуете чужие чувства и чужие мысли читаете, да, потому что вы иногда можете это принимать как будто за свои. А так вот, если резюмировать это, да, ну, во-первых, я бы тут добавила еще, что вот те карты, которые здесь выпали, это обычно, знаете, кому выпадает? Людям-живчикам, долгожителям. Да, я понимаю, что все-таки вы долгожитель, потому что здесь идет какая-то долгая жизнь. И еще мне показали, что не выросли еще ваши защитники. То есть и там еще впереди, через какое-то время, да, это может быть ваши ученики, это могут быть ваши дети, и там они станут на вашу сторону, да, и вот как-то вас будут... Ну, то есть какую-то очень длинную жизнь мне показала здесь. А еще показала Белый дом, женщину, у которой вот полная чаша, и мужчину, который дарит ей любовь. Да, может, у него не полная чаша, но он дарит ей любовь. Вот такие дела, мои любимые, дорогие. Такое вот у нас было гадание. Вам сообщение от высших сил, котики мои. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.